Приветствую всех магов и не только. И сегодня я бы хотел показать вам коробку для хранения коллекции карт МТГ, а также популярные протекторы Dragon Shield. Если вам интересен мой контент и вы хотите как-то его поддержать, вы можете поставить лайк этому видео, подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вот и коробка для коллекции. Такая приятный такой материал, вроде как на ощупь качественный, строчка, высший класс, прям как на базаре. Крышка на магнитах, держится очень хорошо. Саму эту крышку, в принципе, можно использовать как плеймат. Здесь вот есть разметка, в принципе, сюда земли, сюда существ, гравиарды, экзайлы. Посмотрим на содержимое. Это такой маленький кейсик. Получается, его можно использовать для хранения дайсов, всяких каунтеров и так далее. Ну, короче, для всякой мелочи. У меня тут пока только каунтер хп. Чуть не забыл. Здесь 5 отсеков. И получается, у каждого отсека есть свое такое окошко презентабельное. Обычно, судя по видео различным и фоткам товара, сюда кладут командеров из Commander Deck. Но для удобства сортировки я сюда положил просто земли тех цветов, которые будут лежать в этом ряду. Ну и, соответственно, сортировать по цветам, чтобы было потом удобно как-то собирать колоды по конкретным цветам. Так, это пока уберем. Это дивайдеры, чтобы разделять карты между собой в ряде. Ну, собственно, лицевые как выглядит, как такой протектор толстый. Карту кладешь сюда, какое-то отверстие вставляешь и все. В принципе, здесь такое отверстие широкое, возможно, даже поместится карточка в пластиковом кейсе, который используют для дорогих различных карт. Но это не точно такой кейс, я еще в руках не держал. Также есть вот такие, как их назвать, держатели. Цепляются сбоку и держат карты, чтобы они не падали, не валялись тут. Не сказать бы, чтобы он прям хорошо с этим справлялся. Ну, то есть карты не плотненько лежат, но в целом пойдет. На первое время нормально, потом можно либо их заменить чем-то другим, там, купить, либо найти. Либо коллекция уже будет такая большая, что они не понадобятся. Но до этого еще далеко. В рамках каждого ряда я еще их отсортировал по типу карт. То есть сначала у меня вот идут крейчеры, потом идут энчанты, потом идут волшебство, инстанты, артефакты, существа, артефакты и плейнсволкеры. Плейнсволкеров у меня еще не так много. Я думаю, так будет гораздо удобнее собирать колоду. То есть я, например, сканирую еще дополнительно все эти карты, чтобы была цифровая библиотека и плюс отслеживание цен. Там я могу посмотреть какие-то хорошие, дорогие карты, сколько они полезны, и уже ориентироваться по их мановой стоимости, какой цвет я хочу. Ну, либо просто выбрать цвета, которыми я хочу играть, и уже выбирать, собирать колоду из них, доставая там существ нужных, энчанты, заклинашки и прочее. Материал такой качественный, приятный. Опять же, на ощупь он таковым кажется. Все перегородки, в принципе, на своем месте держатся. Ничего не люфтит, не болтается. Ну, немного изгибается, но это фигня.
ничего не порвано, не погнуто. Также заказал вот такие шилды, Dragon Shield, популярные. Тут я уже свою колоду одел, это остались старые дешевые протекторы. И вот некоторое количество новых. В принципе, со стороны пленки они ощущаются точно так же, как и недорогие. Точно так же скользят. Я, допустим, использую шилды на основной коллекции. Это Card Pro. По качеству они примерно похожи, но эти чуть потолще. Ну и с задней стороны такая матовая поверхность. Шафлится хорошо, но не сказал бы, что идеально. Не проскальзывают прям друг между другом. Но в целом пойдет. Закрытая задняя часть удобно, особенно когда у вас в колоде есть двусторонние карты. Потому что, допустим, на нормальных турнирах, ну, в принципе, я думаю, даже на кухонных турнирах вас никто не пустит играть с картами, которые двусторонние, и при этом сзади ничем не закрыты. А тут не надо ничего придумывать, как-то утолщать карту за счет каких-то фишек специальных. Просто засунул, и все карты у тебя однотипные, никто ничего не поймет, где у тебя какая карта. Раньше хранил коллекцию здесь, ну и в коробках от дисплеев. Получается набор по D&D, обзор которого у меня есть на канале. Можете посмотреть, что у меня тут лежит. Начнем отсюда. Здесь у меня просто отсортированы земли по цветам. Дальше у меня лежат арты. После них токены различные. И также есть игровые карты, существ, заклинаний и так далее. Но они либо полицветные, требуют ману разного цвета, либо бесцветные. Так как я не знал, куда определить их в этом кейсе, решил запихать их пока сюда, пока их не так много. Ну и легче будет потом, допустим, при сборке колоды выбрать нужный цвет, потом уже идти сюда, смотреть, какие бесцветные и полицветные карты тебе подходят. Либо наоборот, если есть сильные полицветные, играть от них, смотреть, какое там сочетание цветов, и уже идти сюда за остальными картами. Вот здесь я храню свою колоду. Это, получается, изначально был кейс от протекторов, которые я первый купил вместе с набором по D&D, однако пролетел по размерам. Они вообще не подходят под МТГшные карты, но зато теперь этот кейсик можно использовать для хранения деки. Не надо ничего отдельно докупать. Думаю, если кому-то будет интересно, если вам будет интересно, сделаю обзор на эту деку, что я тут насобирал. Скажу сразу, дека у меня фериксианская, очень понравилась эта фракция, понравились карты, арты. Надо доработать, есть несколько проблем у этой колоды, так как я пока еще не специалист в сборе колод. Есть еще чему учиться и куда дальше совершенствовать свои колоды. Такой вот получился обзор, а в скором времени еще выйдет распаковка дисплея с плейбустерами по Final Fantasy. Ну а пока, всем до скорого.